Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. После выхода видео с приготовлением вермонтского хлеба на ржаной закваске мне стало ясно, что большинство из вас не имеют представления, что такое закваска, где ее взять, из чего она готовится, как ее использовать и хранить. В этом видео я постараюсь подробно обо всем рассказать, и чтобы не загружать вас научной информацией, скажу, что на самом деле не так уж все сложно. Главное понять принцип приготовления и запастись основным ингредиентом – терпением, поскольку выведение закваски длится минимум 6 суток, и уже через неделю вы сможете самостоятельно приготовить полезный хлеб, используя свою, по сути, вечную закваску. Закваски для хлеба бывают ржаные и пшеничные, жидкие и густые. Рецептов их приготовления много, но я покажу вам тот, которым пользуюсь сама и на основе которой выпекаю хлеб. Сегодня начнем выводить ржаную закваску 100% влажности. День первый. Утро. Начало разведения. В чистую емкость, стеклянную или пластмассовую, лучше прозрачную, наливаем 100 граммов нехлорированной воды. Можно фильтрованную или отстойную с вечера, или даже кипяченую. Температура воды 25-30 градусов, не больше. Туда же добавляем 100 граммов ржаной, желательно цельнозерновой муки. У нас в продаже такой не было, я использую ржаную обдирную. Сеяную не используйте. Массу хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Прикрываем пленкой или крышкой, но не плотно. И оставляем в теплом месте при температуре 24-27 градусов на 24 часа. У меня закваска стоит прямо на кухонном столе. Можно убрать в шкафчик. День второй. Утро. Одна подкормка. Хочу показать вам, как выглядит закваска спустя одни сутки. Внешне она практически никак не изменилась, разве что сверху немного потемнело. В ней еще нет полезных нам бактерий, нет подъема, и на утро у нее появился неприятный запах залежалой муки или полугнилой травы. Это нормально, так и должно быть. Снимаем верхний потемневший слой и отбираем в чистую емкость 50 граммов предыдущей смеси. Добавляем 50 граммов слегка теплой воды, немного размешиваем закваску с водой и всыпаем 50 граммов ржаной муки. Смесь хорошо перемешиваем, также накрываем пленкой или крышкой, но не плотно, чтобы она дышала. И опять оставляем на 24 часа при температуре 24-27 градусов. Ради интереса отметим маркером уровень закваски и посмотрим, что будет завтра. Чтобы получить закваску 100% влажности, необходимо каждый раз использовать одинаковое количество закваски предыдущего дня, воды и муки, то есть соотношение ингредиентов 1 к 1 к 1. Во время подкормки закваски каждый раз используйте чистую посуду и приборы. День третий. Утро. Первая подкормка третьего дня. Прошло 2 суток с момента, как мы начали разводить закваску. С сегодняшнего дня, то есть с 3 по 6 день включительно, начинаем кормить закваску уже 2 раза в день с интервалом в 12 часов, утром и вечером, желательно в одно и то же время. Хочу показать вам, как выглядит масса спустя 2 суток. Она уже становится похожа на закваску. Вся пропитана пузырьками газа, выросла почти в 2 раза, но в ней сейчас преобладают гнилостные микроорганизмы. Поэтому запах пока еще неприятный, но уже с очень легкой кислинкой. Пусть такой запах вас не пугает. Верхнюю потемневшую часть снимаем, остальную, более светлую, перемешиваем чистой ложкой. Снова берем 50 граммов закваски предыдущего дня, 50 граммов воды и 50 граммов ржаной муки. Хорошо смешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 12 часов в теплом месте. Оставшуюся после отбора закваску выбрасываем. Если этого не делать, то через неделю, к концу выведения закваски, вам понадобится вагон муки и бетономешалка. Тут надо понять, что чем больше с каждым днем у вас будет закваски, а это вес воды, муки и предыдущая подкормка в равных частях, то тем больше с каждым днем ей надо еды. Поэтому расставайтесь смело. День третий. Вечер. Вторая подкормка третьего дня. Прошло 12 часов. Вот так выглядит закваска. Она практически не поменяла цвет. У нее слабенькая активность. Внутри совсем мало пузырей. Но при этом противный запах почти ушел и стал меняться на более свежий, с хорошо заметными кисломолочными нотками. Это говорит о том, что в ней начинают размножаться молочнокислые бактерии. Именно в этот момент идет борьба между плохими и хорошими микроорганизмами.
Точно так же снимаем верхний слой, снизу берем 50 граммов закваски, доливаем 50 граммов воды и всыпаем 50 граммов муки. Перемешиваем, накрываем и оставляем на кухне на 12 часов. Вы спросите, что я делаю с оставшейся закваской? Остатки можно отправить на компостную кучу или развести в ведре воды и в виде удобрения подкормить растения и кустарники в саду. А еще ее используют в качестве масок для волос. День 4. Утро. Первая подкормка 4-го дня. Прошло 3 суток с начала разведения закваски и 12 часов с момента последней подкормки. В какой-то момент вам может показаться, что закваска умерла, поскольку практически не подает признаков жизни. Но вы не отчаивайтесь и продолжайте ее кормить по схеме 2 раза в день через 12 часов. Главное, чтобы ей было тепло. Визуально закваска никак не поменялась, ведет себя пассивно, разве что посветлела на донышке. Однако у нее появился совершенно другой запах. Очень приятный, я бы сказала, хлебно-кисленький аромат. Кормим закваску по той же схеме. 50 граммов предыдущей закваски, 50 граммов воды, 50 граммов муки. Смешиваем, накрываем и снова оставляем в теплом месте на 12 часов. День 4. Вечер. Вторая подкормка 4-го дня. Спустя 12 часов вот так выглядит закваска. Она начала слегка пузыриться, у нее появилась тягучая консистенция и характерный приятный кисловатый запах. Кормим по той же схеме 50 на 50 на 50. Смешиваем, накрываем и опять оставляем на 12 часов в теплом месте. Вам может показаться, что разведение закваски очень однообразное монотонное занятие, но сами подкормки займут у вас буквально считанные минуты, а все оставшееся время многочисленные колонии диких дрожжей, грибков и бактерий будут выполнять свою работу уже без вашего участия. День 5. Утро. Первая подкормка 5-го дня. Прошло еще 12 часов. Закваска живая. На ней нет ни плесени, ни влаги. Уже видны признаки медленного роста и большое наличие мелких пузырей. Делаем все то же самое. Снимаем верхнюю часть, хотя уже можно этого и не делать, а просто перемешать. Видим, что закваска пористая, значит она потихоньку просыпается и начинает набирать силу. Снова отбираем 50 граммов закваски и добавляем по 50 граммов воды и муки. Кормим по той же схеме и оставляем до вечера на 12 часов. День 5. Вечер. Вторая подкормка 5-го дня. Наступает время очередного кормления нашего ребенка спустя 12 часов. Вот, друзья, только полюбуйтесь, какая прелесть. Закваска пузырчатая, воздушная, активная, просто красавица. На 5-й день она полностью переродилась. Совершенно нет неприятного запаха, она стала именно пахнуть. Появился такой приятный аромат натурального йогурта. По большому счету закваска уже готова, и несмотря на то, что она еще совсем молодая, на ней уже запросто можно приготовить блины, оладьи, крекеры, лепешки, вафли и даже испечь пробный легкий хлеб. Уберите остатки в холодильник или используйте для приготовления. Но я не стану отступать от рецепта и буду кормить ее, как и положено, в течение 6 дней. С каждой подкормкой наша закваска становится только сильней и активней. Опять кормим ее по той же схеме. 50 граммов предыдущей закваски, 50 граммов воды, 50 граммов муки. Если на данный момент ваша закваска еще не бродит, ей просто холодно, продолжайте кормить и создайте ей теплые условия, но не выше 30 градусов, иначе она погибнет. Ее, как маленького ребенка, нужно обеспечить регулярным питанием и теплом. Опять оставляем на 12 часов. День 6. Утро. Первая подкормка 6-го дня. Прошло 5 суток со дня разведения закваски. Вы только посмотрите, какая активная жизнь в нашей баночке. Закваска увеличилась больше, чем в 2 раза, и вся наполнена крупными и мелкими пузырями. Однозначно она уже готова, и ее можно использовать для приготовления хлеба и не только. Но согласно рецепту ее надо еще дважды подкормить с интервалом в 12 часов, чтобы получить более выраженный вкус и высокую активность.
Мы знаем, что в этой баночке 50 граммов предыдущей закваски, 50 граммов воды и 50 граммов ржаной муки. В общей сложности 150 граммов готовой закваски. Как обычно, для подкормки отбираем 50 граммов и кормим по той же схеме. Хорошо смешиваем, накрываем крышкой и также оставляем на кухне. Закваска поднимется до максимального уровня и может начать опадать. Это говорит о том, что она голодная. Она уже настолько сильная, что съела всю нашу подкормку. Вот почему в эти дни мы кормим ее дважды в день. И с каждым кормлением только укрепляем ее силу. Давайте отметим маркером уровень закваски и через 12 часов посмотрим на результат. В данный момент на кухне 25 градусов. Оставшиеся 100 граммов уже готовой закваски я выбрасывать не буду, а законсервирую ее. Это один из способов сохранить резервную порцию закваски. Для этого берем силиконизированную бумагу для выпечки, силиконовый или, как у меня, тефлоновый коврик, или в крайнем случае пищевую пленку, и наносим готовую закваску тонким слоем на всю поверхность. Обычный пергамент не берите, закваска прилипнет и вы ее не снимете. Будем сушить закваску, которая в сухом виде может храниться несколько лет. Закваска – это живой организм, который надо периодически кормить. А впереди лето, мы можем уехать в отпуск или на дачу, или по другим причинам у нас не будет возможности ее вовремя подкармливать. А имея под рукой сухую закваску, у нас всегда будет резерв, который достаточно залить водой до изначального веса сырой закваски, в данном случае до 100 граммов, пару раз ее подкормить по схеме 1-1-1, и можно снова печь хлеб. Кроме сушки, готовую закваску можно сохранить в морозильнике, но после заморозки не всегда получается ее реанимировать. А еще можно перетереть до состояния сухой крошки с ржаной мукой, взятой в большем количестве, чем закваска, и высушив ее, хранить в кухонном шкафу. Отмечу, что на коврике 100 граммов закваски. Оставляем ее при комнатной температуре до полного высыхания. На это может уйти до 2-3 дней. Или перекладываем коврик на решетку и убираем в духовку, которая, разумеется, выключена. Но в ней приоткрыта дверца и включена лампочка или вентилятор. Так закваска высыхает за 12 часов. Хочу показать вам, как она будет выглядеть в сухом виде. Я уже готовила такой резерв. На баночке надо указать, что это ржаная закваска, поставить число и указать вес, до которого нужно будет добавить воды. В результате получатся вот такие сухие ржаные хлопья. Хранить сухую закваску можно в закрытой баночке, как в холодильнике, так и в кухонном шкафу. Я сама такой эксперимент не проводила, но читала, что сухая закваска может храниться до 5 лет. Нашу закваску оставляем до вечера и через 12 часов посмотрим, насколько она подросла. День 6, вечер. Вторая подкормка 6-го дня. Прошло 12 часов. Вот так выглядит ржаная закваска. Она очень активная, сильная. В ней полным ходом кипит жизнь. И она увеличилась даже больше, чем в 2 раза. Как обычно, в баночке 150 граммов готовой закваски. По сути, нам надо сделать последнюю подкормку по схеме 50 на 50 на 50. Но я поступлю немного иначе. Я отберу 50 граммов и буду использовать эту закваску уже для приготовления хлеба. Поставлю ночное тесто. А оставшиеся 100 граммов подкормлю по схеме 1-1-1, добавив 100 граммов воды и 100 граммов муки. Все хорошо перемешиваем. В результате получится 300 граммов материнской ржаной закваски 100% влажности, так называемого стартера. При таком активном брожении закваски я понимаю, что этой посуды мне будет недостаточно. И я переложу ее в литровую стеклянную банку, прикрою крышкой и до утра оставлю на кухонном столе. Кроме этого, хочу показать, как за 12 часов высохла закваска. Она отлично отходит от коврика. Измельчаем ее. Ссыпаем в чистую баночку и накрываем крышкой. А сейчас посмотрите, как развивается жизнь в банке с закваской в то время, пока мы с вами спим.
Если вы печете хлеб ежедневно, храните закваску при комнатной температуре и подкармливайте 1-2 раза в сутки по схеме 1-1-1. Остаток можете использовать для приготовления хлеба, любых хлебобулочных изделий, кваса или раздайте родным и соседям, кто занимается выпечкой хлеба. Если вы печете редко, например, 1-2 раза в неделю, а то и реже, уберите закваску в холодильник, закройте крышкой и продолжайте кормить по схеме 6-го дня, то есть 2 подкормки через 12 часов 1 раз в 7-10 дней. Перед тем, как кормить закваску из холодильника или убрать ее в холодильник после подкормки, дайте ей постоять в течение 2-3 часов при комнатной температуре. Для каждой очередной подкормки используйте чистую банку. По сути, закваска – это готовое тесто, которое тихонько дремлет в холодильнике и очень активно поднимается, попадая в тепло. Друзья, я постаралась максимально подробно рассказать и показать весь процесс разведения универсальной ржаной закваски, которая подходит для выпечки любого хлеба. Кроме того, для вашего удобства я оставлю в описании под видео подробную схему разведения ржаной закваски по дням. Приготовление любого хлеба – это всегда творческий процесс. Выпекать его довольно просто и в то же время очень сложно. Желаю вам ароматного хлеба и удачи всем любителям домашнего хлебопечения. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Буду рада, если вы приготовите закваску по этому рецепту, и мы вместе с вами будем печь вкусный, а главное полезный домашний хлеб. Если вы впервые на канале Коллекция рецептов, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть плейлисты «Хлеб» и «Тесто», в которых вы найдете и другие полезные рецепты. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!